Интересуешься техникой? Хочешь научиться ее ремонтировать или узнать, как она устроена и работает? Тогда смотри канал Техмастер. Там ты увидишь, как заменить разъем USB в телефоне, как найти неисправность в ноутбуке, почему в телевизоре есть звук, но нет изображения, из-за чего не греет микроволновая печь, и еще много интересного и полезного, а также распаковку посылок из Китая. Подписывайся на канал, ремонтируй с Техмастером. Всем привет! Итак, у нас закончился месяц январь нового 2016 года. Новогодние праздники прошли, наступил февраль, последний зимний месяц. Итак, у нас снимается что? Да, выпуск находок за январь. Первый выпуск находок этого 2016 года. Итак, сейчас у нас начнется наконец-то долгожданный видосик, который все очень ждали. Находки с помоек, как обычно. Сразу говорю, в этом выпуске будет довольно много у нас компьютерного железа. Ну и кроме компьютерного железа еще кое-что будет. Итак, давайте вспомним, что было найдено первым. А первым у нас был найден свинцово-кислотный стартерный аккумулятор Banner. По традиции зимой у нас должен быть хоть один аккумулятор. Вот такой аккумулятор, это с какой-то азиатской, ну клем азиатский, скорее всего с Deo Matiz, всего 40 ампер-часов 2012 года. С ним пришлось повозиться, он был дохлый, но сейчас он рабочий, я его восстановил, и он нормально работает. Вот у нас лампа. Настал 16, то есть ему, 2,5 года точно есть, может и ровно 3, не знаю, когда он там выпущен был, в 12-м. Так, ну, скорее всего 3 года есть, потому что сейчас только наступил 16. Вот, лампа горит, нормально, ярко горит, ничего не просаривается. Видео восстановления аккумулятора будет, естественно, оно уже отснято. Пока я его восстанавливал, конечно, я снимал видео. Он был найден в самом начале месяца, из-за этого было время его восстановить. Так, ну вот первая находка, такой аккумулятор. Баннер, он в какой-то краске, здесь, наверное, красили машину. И прям вместе с ним, короче, красили. Так, какие у нас были находки дальше, сейчас вспомним. Так, дальше у нас были две интересные находки. Вот такие находки. Аккумуляторный фонарь. Вот такой аккумуляторный фонарь. Он даже не имеет никакого названия, вообще ни хрена. Но он даже работает, смотрите, горит, светит. Вот его родной аккумулятор. Дельта, хороший аккумулятор, но он полностью дохлый, вообще не берет зарядку. Будто бы высох полностью. 2009 год, я смотрел. Сейчас же поставил сюда CSB-шный 2010, который я уже переполисовывал 100 раз. Он работает и светит. А этот надо будет реанимировать, если получится, если пластина не разрушена. Ну что-то он вообще не берет, вообще даже. Даже 30 вольт на блоке питания выставляешь, и вообще будто обрыв. Не знаю, 9-й год. Вот такой фонарь. Ну и игровая видеокарта. Вот такая видеокарта. Блин, 2006 года. Посмотрите, она выглядит как современная, но ей уже почти 10 лет. А называется она у нас GeForce 8800 GTX. Это самая крутая из 8800, которая была. Не GT, не GTS, а GTX. Но она кем-то паянная, вот посмотрите, ковыренная. Что-то с ней явно не то. Здесь что-то трогали, транзисторы здесь что-то уже мененные. Неизвестно, дату где-то я видел. Где дату я видел? Вот, посмотрите. Вот она, дата. 06, обалдеть. Вот такая, я ее еще не проверял. Обычно у них чипы отваливаются. Ну, фиг ее знает. Но ковыренная, значит, пытались что-то с ней делать. Не вышло и выкинули, возможно так. Но не проверялся еще. Может потом проверю, сниму видео, не знаю. Так, ну вот такие первые находки. Видеокарта и аккумуляторный фонарь. И если этот можно будет восстановить, то тоже можно будет снять про него видео. Про этот аккумулятор. Так, со следующие находки были просто небольшая электронная мелочевка. Вот такие вот некоторые электронные находочки. Так, мобильный телефон Alcatel
с FM радио. Он рабочий, но батарея села, потому что уже прошло около 2 недель, когда я его нашел. Зарядки такой у меня нету. Есть своеобразные у Alcatel. Вот такая обычная USB-шная все не подходит ни хрена. Так вроде похоже, но не подходит. Но он рабочий, не знаю какого года. Ну такой простой телефон. Так, дальше у нас USB модем Yota 4G. Ну, как мы знаем, сейчас у нас LTE, а здесь у нас WiMAX. Это первый такой стандарт у них был связи WiMAX. Сейчас она уже не транслируется, и, конечно, его выкинули нахрен. Хоть он полностью рабочий, светится, определяется компьютером. Здесь весь комплект. Не знаю, где-то еще эти сети есть. Кто помнит, как это было? Yota. Вот такая вот фигня у них была. Сейчас я уже не знаю, как. WiMAX, он посуществовал, по-моему, года 2 или 3. Дальше уже стал LTE. Такой модем. Блин, он крутой был. Круче обычного гетовского, самсунговский этот модем. Стоил там 3000, по-моему. Вот такой модем. Но толку от него сейчас никакого. Так, дальше. Лазерная указка. Полный комплект. Чем она кому-то не понравилась? Может, она вредная какая-то? Все-таки лазер. Аккумулятор тут лежит. Емкость, посмотрите, 3800. Обалдеть, это точно вранье. В одном элементе не может быть 3800. Так, она вроде рабочая. Я проверял. Вот, работает, светит. Вот такая лазерная указка. Сколько он там расстояния, фиг ее знает. Хотите прикол увидеть? Смотрите. Бабам! Опа! Вот это эффект. В камеру не знаю, не вредно ли этим лазером светить. Ну, короче, работает. Вот такая. Здесь какой-то насадки не хватает. А так работает. Вот такая штука. И это все было в одном месте, как выкопал я из мешков, из всех, где это было все натыкано с другим, просто с мусором. Так, ну и напоследок у нас вот такая штучка. Опа! Я подумал, что это планшет сначала, а это цветная электронная книга. Вот этой фирмы. Но толку от нее никакой, потому что она вообще не включается. Если подключить зарядку, тоже не включается. Ни хрена. Я открывал корпус, и оказалось, там кто-то паял, все провода подпаивал. Не хватает микросхемы, контроллера питания, короче. Вообще он выпаян, очень аккуратно выпаян. Прям вообще очень круто. Никаких следов пайки нет, но он выпаян. Видимо, в мастерской или где-то ремонтировали, но почему-то не запаяли новый. Видимо, так она лежала. Думали починить, а потом подумали, да ну нахрен, и выкинули. Уже не стали возиться. Год какой, тоже фиг ее знает. Вот такая, ну, дисплей целый, но он еще резистивный, сами видите. Резистивный, не новинка. Так, целый, корпус целый, дисплей целый, но паяная, нерабочая. Но все равно лучше, чем ничего. Так, эти находки у нас заканчиваются, первые, мелкие. Сейчас вспомним, что у нас было найдено следующим. Дальше у нас была компьютерная железяка следующая. И это материнская плата. Вот такая материнская плата была в коробке от новой материнки фирмы Biostar. Тоже не ICE, а это EX, тоже не ICE. Elite Group. Смотрите, здесь уже ARM2, она уже поддерживает двухъядерные процессоры. DDR2, SATA есть. Даже заглушка, но эта материнская плата не работает. Я ее проверял. Короткое замыкание вот тут по питанию. Блок питания вообще отрубается сразу. И этот разъем отключаешь. Включаешь, все запускается. Ставишь разъем, искра, и сразу блок питания с замыкания уходит. Не знаю, с чем это связано. Боюсь, что это шимки дохлые, потому что какого фига эти транзисторы могли вылететь. Следов перегрева здесь нету. А вот если шимка подает неправильный сигнал, то они как раз вылетают. Не знаю, стоит ли ее восстанавливать. Простецкая, но конденсаторы не вздутые. Можно, конечно, повозиться. Транзисторов у меня таких дохрена, а вот шимок не уверен. Вот такая материнка.
Ну, то есть здесь память еще 800-я, не очень новая. Год сейчас посмотрим. Год. А год там 2008, 08. 08. Так, ну вот такая материнская плата. Чего у нас было найдено дальше, сейчас вспомним. Дальше у нас был найден струйный фотопринтер Epson. Вот такой, я чуть не сказал Canon почему-то, но это Epson. Epson Stylus Photo R340. Вот такой с цветным дисплеем. Так, он вроде весь целый. Даже сейчас можем подключить, но у него, как обычно, проблема с высохшими картриджами. Это я вам сразу говорю. Сейчас найдем разъем и подключим. Вот, подключили, включается, сейчас будет запускаться. А вот я покажу, как он печатает. Первое фото было вот такое, уже видите, так себе. На обычной бумаге. Дальше попробовал на фотобумаге. Тут уже вообще, ну вы видите. Кто там у нас на фото? Ну и третье вообще уже не разглядеть. То есть краска уже вся. Однако здесь сейчас вы видите, будет показан уровень чернил. Он как бы есть, но видимо уже они там сгустились или что-то. Вот он запустился. Как мы видим, некоторые почти полные. Вот он здесь. Но два, видите, совсем почти пустые. А так, видите, он работает. То есть краску надо менять. Может головку еще чистить. Но чистка головки тоже не работает. Пишет, что два картриджа почти пустые. Там, поэтому краска нужна для этой очистки, видимо. И нифига. Но так он работает. Смотрите, работает. Если поставить картриджи. Довольно хороший принтер с большим разрешением. Я в интернете смотрел. Разрешение у него более-менее приличное. Так, отключаем его. Так, что у нас было найдено следующее? А вот следующее у нас было найдено компьютерное железо, наконец-то. Еще одно компьютерное железо, больше всего железа за этот выпуск. И это аж 3 видеокарты, 3 видеокарты. Вот такие, аж слюни текут на них. 3 видеокарты, игровые. Посмотрите только на них, их кто-то выкинул, а ведь на них можно рубиться еще в игры. Посмотрите, аж 3 штуки. Можно суперкомп собрать с 3 видеокартами. Так, ну ладно, начнем. Какие здесь у нас видеокарты? Вот такая. Ух ты, смотрите, в идеальном состоянии. ATI Radeon. Вот ее название. Вот такая видюшка с питанием, с виду вся целая. Ну, не очень новая, 2007 года. Скоро будет 10 лет, конечно. Сейчас у нас настал 2016, вот ее моделька. 256 мегабайт, GDDR3, 50E. Но видеокарта более-менее серьезная все равно. Чип здесь более-менее мощный. Вроде бы она целая, никем не ковыренная. Болты здесь вроде целые. Надо будет проверять. Вот такая видеокарта. Ух, какая красивая. Так, дальше у нас Полит. Вот такая затычковая, но имеющая все равно питание. Я находил весной вроде бы видеокарту GTX 630. Да, только она была не Полит, а... Блин, как она называлась? Zotac. Да, 2-гиговая. Это немножко другая. Это у нас GTX 650. 1 гигабайт, GDDR5, 128 бит. Вот такая видюха. На камеру я сейчас не стал это показывать, потому что странно. 2013 год. Фу. Но вы смотрите, в каком она уже состоянии. Фу, что с ней вытворяли. Надо будет отмывать. Фу. Ну вот, видите, она даже на пломбе. И вон там, видим мы год, 13. То есть не такая старая видюха, еще в компьютер пойдет. Можно во что-то играть, если здесь нет отвала чипа. Ведь неизвестно, зачем их выкинули-то. И это неизвестно, зачем выкинули. Ну, увидим. Надо будет чистить и проверять. Ну и самая крутая. Ох, вот это! Посмотрите, какая видеокарта!
О, обалдеть! Она весит примерно килограмм. Родион. Игровуха. Блин, на ней все игры пойдут. Посмотрите, какая видюха. Вот это да. Первый раз я такую гигантскую видюху нашел. Тоже AMD Radeon. Radeon. Какая же именно модель-то? Вау, круто как. 2 чипа, посмотрите, 2 чипа. А вот ее модель. Так, Force 3D. HD 4870X2, 2 гига, DVI плюс DVI TV, GDDR5, PCIe, 2-гиговая. Но посмотрите, какая она старая, 2008 год, 2008. Интересно, какие она игры еще тянет, но по идее должна многие тянуть. Это все-таки не Nvidia со своими DirectX-ами, а Radeon. Но, во-первых, у нее дребезжит вентилятор. А во-вторых, самое огорчение, что эту-то видеокарту именно кто-то ковырял. Здесь криво вкручен шуруп, вы смотрите. Здесь отсутствует крепление для разъема. Ох, такая тяжелая. Здесь у нас все болтики, посмотрите, все шляпки, шлицы у них сорваны вообще. То есть ее разбирали и ковыряли, и, возможно, прожаривали. А может, не поняли, в чем дело. Но вот именно это-то и ковыряли. Но, не знаю, будем проверять. Будет отдельное видео о тестировании всех этих видюх, потому что я их вообще не проверял. Не включал ни одну из них. У нас 4 видеокарты за этот выпуск. Вы смотрите. О, обалдеть. Так, я когда эти видеокарты успел захапать, прибежали чурки, как обычно, и стали копаться и брать все, что угодно, даже бумагу, чтобы сдать ее куда-то там, не знаю. Даже бумагу и коробки. Может, кто еще материнки там потом выкинул, ну, неизвестно. Разбирали всю квартиру, короче, все выкидывали, все барахло. Видимо, они залежались у кого-то. Ну, не знаю, может, что еще было. Так, что еще-то я там взял из этого? Еще там был вот такой жесткий диск, но посмотрите, он, видимо, валялся на полу под ногами вечно. Ибо вот 100 раз ходили, посмотрите по нему. Вся краска стерлась, то есть он валялся на полу и 100 раз наступали. И вот так всю краску стерли. На 250 гигов, не такой плохой, но 2006 года. И это очень старый. 250 гигов, не SATA. Здесь вроде разъем не поломанный, здесь все кисельное, как обычно. Все черное, надо будет снимать плату, чистить. Вроде болты не ковыренные, не знаю. Ну, 250, это еще не так плохо. Но если по нему ходили, то не знаю, работает он или нет. И 2 еще вот таких вентилятора. Здесь поломали, был Cooler Master. Видимо, когда выкинули, он сломался. Эх, жалко. 4 контакта, неплохой был. Под AMD сокет. И вот такой Залман у меня такой был. Мне когда-то кто-то дарил. Вроде бы все цело. Вот такой. Медный, весь засранный, как вы видите. Но нормальный. И вот такое у нас железо было найдено. Сейчас. Жалко, что подбежали, как обычно, гастарбайтеры и все захапали. Вот такое железо. Вау, ставьте за него лайк. Ну и дальше. Вечером я все-таки решил туда пойти, чтобы посмотреть, ничего ли там еще не выкинули. И кое-что нашел по пути. А именно, около подъезда кто-то выставил целый DVD-плеер Samsung. Вот такой, не такой старый. Кто-то выбросил вместе с дисками с какими-то Samsung Full HD. Ну, как обычно с ним, в принципе, все уже знают, что с ним может быть не то. Он включается, работает, включается и работает. Но диски не читает. Так, он включился. Давай, открывайся. Load, open. Диски вставляешь, он долго крутит и ни хрена не находит. Вот от него пульт. Так. Работает, и пульт работает, даже батарейки работают. Но, не знаю, лоток не пыльный, вряд ли там запылился так лазер. Скорее всего, он уже подсел. Ну, разберем, посмотрим. Так в идеале себе бы оставил. У меня стоит без пульта старый. А так, вот такой самсунговский. Ну, там детали-то взаимозаменяемые. Этот привод, этот лазер, откуда-то еще можно взять. Вот такой DVD-шник был найден по пути, просто стоявший около подъезда. Ну и дальше, именно там, куда я направлялся,
посмотреть, ничего никто еще не выкинул туда, где были видеокарты. Там было много очень барахла, бытовухи, посуды, всякой херни. Ну и, короче, нашел я там только вот эти колонки. Вот такие средней убитости колонки. Panasonic, явно от какой-то Hi-Fi системы. Саму систему, возможно, тогда уже кто-то захапал, нашел до меня, или потом ее выкинули. Но внешне они, в принципе, симпатичные, трехполосные. Работают, я их проверял. Обе работают. Просто очень грязные, видите, какие. Где-то опять пылились, видимо, 100 лет без надобности стояли, вот их и выкинули. А так, нормальные колонки. Все-таки Panasonic, вот тут написано. Странно, тут написано, что двухполосная, или что значит два... А, это потому что два провода, во. Два провода, один идет на низкий, второй на эти. То есть для специфического центра обычно себя не подключишь. Хороший динамик, пластиковый. Подвес вроде будет целый здесь. Резиновый, да, резиновый. Симпатичные колонки. Надо просто их вымыть, привести в порядок. А так они просто грязные. Ну и там еще с этими колонками я нашел iPhone 5. Сейчас я вам его покажу. Он вот тут убран. Вот он. Ну, блин. Это только разбитый от него сенсор. Но это был 5-й iPhone. Здесь кнопочка осталась. Ах, iPhone. Когда же кто-то выкинет iPhone? Отвалилась, вот она. Блин, она стоит, наверное, целое состояние. Это же Apple. Такая кнопочка у кого-то явно тоже ломается. Поэтому я решил взять его. И там еще камера от него. Вон она, камера. Или это сдохшая камера, не знаю. Его, может, разбили в момент выброса. Тоже фиг его знает. Он, может, лежал у кого-то запасной. Так, все, находки кончаются, в принципе. Вот еще был найден такой фильтр. Новый вообще для пылесоса. Там же валялся. Такой фильтр. Спихиваем его обратно. Что еще, по мелочи ничего не было? А, по мелочи было. Было. Сейчас колонки эти уберу отсюда, а то они мешают. Так, по мелочи. Что у нас было найдено? Блок питания от ноутбука Lenovo. Современный. Вот такой. Он не рабочий, напряжение не выходит. Здесь провод оторван. Я думал, может, ноутбук был. Так, вот такая вот электроотвертка 2005 года. Еще рабочая. Обалдеть. Можно сказать, вечно. Ну, батарейка уже садится, сколько она около лежала. Вот здесь где-то у нас документация. Вот она здесь. Где-то, короче, 2005 год. Я где-то это видел. Не знаю где. Раритет. А. Вот здесь где-то. Вот. Октябрь 2005-го. Ё-моё, как давно это было. Чё ж там за вечный аккумулятор стоит, который 10 лет уже проработал. Ой, как он положился я. Ну, короче, вот такая вот приблуда. Здесь еще обычная отвертка лежит. Поломанная. Все, находки за январь у нас вроде бы все. Вот еще пленка для телефона для какого-то. Ну, это ерунда. Все, находки у нас закончились. За январь. У нас наступил февраль. Надеюсь, за февраль что-то тоже будет. Так, ждите выпуска про восстановление аккумулятора. Потом будет еще видео у нас про тестирование видеокарт. Первое их включение, потому что я их честно не проверял. Не знаю, что с ними. В принципе, так. Ну, что-то еще интересное, думаю, будет. А так, в принципе, все. Видео можно считать законченным. Всем пока.